Теневой президент США и реальный хозяин Америки. Именно так называют Илона Маска, самого богатого человека страны, миллиардера, предпринимателя, филантропа и, в общем-то, действительно необычную, даже в чем-то гениальную личность. Правда ли, что Илон Маск фактически командует Соединенными Штатами, при этом будучи расистом, мизогином и вообще не очень приятным человеком? Это Алексей Наумов, шоу «Разбор». Илон Маск довольно решительно влетел в топы мировых новостей после инаугурации Дональда Трампа. Он поддерживал кандидата в президенты, когда тот еще был кандидатом, выделил ему рекордную сумму на избирательную кампанию, защищал его позиции, например, во время подкаста у Джо Рогана, и в целом регулярно высказывался в пользу того, чтобы Дональда Трампа избрали президентом. Он получил свое. Дональда Трампа действительно избрали, а Илона Маска назначили руководителем Департамента государственной эффективности. Это не какое-то существующее ведомство и не какой-то существующий орган. На самом деле никакого департамента фактически нету. В нынешнем виде департамент представляет собой самого Илона Маска и его последователей-миньонов. Это несколько человек возрастом где-то 20 с лишним лет, которые по пятам ходят за своим лидером и работают над тем, чтобы сократить неоправданные государственные расходы Соединенных Штатов Америки. Сам Илон Маск запомнился такой воодушевляющей речью на инаугурации Дональда Трампа и странным жестом, который начинался вот так вот, а дальше вы сами видели. Тут были споры, что это такое. Салют Беллами, вы знаете, есть такое понятие. Салют Беллами — это тот жест, которым раньше американцы приветствовали национальный флаг США. И, собственно, клятву верности этому флагу приносили именно под этим жестом. Ну, а Маск говорил, что он свое сердце даровал всем тем, кто его слушал. Но обвинения, так сказать, в нацизме прозвучали сразу же. Почему они прозвучали? Потому что Илон Маск стал активно заниматься политическими вопросами. И этот департамент государственной эффективности довольно быстро перестал быть, собственно, про деньги. Он во многом стал про идеи. Под руководством Илона Маска было практически уничтожено вот это вот USAID, да, это такой вот орган, который занимался международной помощью, а по факту занимался распределением денег налогоплательщиков американских среди стран других, да, то есть такой вот как бы теневое, знаете, как говорили, теневое ЦРУ частично называли, потому что то, что ЦРУ делало, значит, кинжалом и пистолетом, USAID делала с помощью денег, поддерживала всякие такие демократические инициативы, вот эти вот, об этом мы еще с вами поговорим. Ну, в общем, Илон Маск стал довольно активно заниматься политикой. А чего же он на самом деле хочет? Илон Маск — это, пожалуй, один из самых необычных миллиардеров, которые сегодня существуют в мире. Он, для начала, хочет, чтобы мы все с вами полетели на Марс. Изначально, когда он говорил о том, почему он пришел в космические технологии, почему он основал компанию SpaceX и начал заниматься космическими полетами, потому что просто он однажды с другом своим обсуждал, когда же человечество отправится на Марс. Он говорит, ну как же, сейчас мы сайт НАСА откроем, и там будет написано, когда мы на Марс полетим. Никто, конечно же, в НАСА не собирался лететь на Марс, и на сайте Национального космического агентства США ничего про это не было. Ну вот, узнав об этом, Илон Маск как-то расстроился и решил, что никто иной, как он, должен повести человечество в космос. Илон Маск верит в то, что человечество в целом обречено, что ситуация на Земле становится все хуже и хуже и хуже, экологическая ситуация становится все сложнее, люди не могут бесконечно выкачивать ресурсы из матушки Земли, и поэтому они должны отправиться в космос, покорить другие планеты, ну, как бы цель жизни — себя распространять. Ну, вот человечество должно, собственно, улететь и дальше распространяться по Вселенной. Увести его за собой планирует, конечно, Илон Маск. Именно он должен быть в руководстве вот этой самой всемирной космической программы. Он полагает, что буквально, если мы с вами на Марс не улетим, то мы все, как человечество, рано или поздно умрем. Чтобы полететь на Марс, однако, необходимо, чтобы, грубо говоря, человечеством руководили умные люди, чтобы они занимались какими-то вот космическими исследованиями, наукой, какой-то полезной прикладной деятельностью. И почему он
очень сильно качнулся в сторону республиканцев и в сторону Дональда Трампа именно к этим выборам, потому что во время первого срока Трампа Илон Маск его совершенно не поддерживал, был таким традиционным либералом из Кремниевой долины. Дело в том, что он увидел, что Демократическая партия США, противники Дональда Трампа, начали заниматься не вопросами технологий, новых видов энергии, космических полетов, а заниматься какой-то ерундой. То есть буквально начали защищать вопросы гендеров, пытаться выправить вопросы расового неравенства и стали продвигать наверх не самых умных, самых классных, а буквально самых недопривилегированных. То есть женщин, чернокожих, потомков мигрантов, нелегалов и так далее. Илон Маск — это человек, который буквально верит в эффективность. Он считает, что высокопоставленные должности должны занимать люди, обладающие самыми хорошими для этого навыками, а не люди, которые обладают какими-то врожденными правильными характеристиками, вроде, опять же, цвет кожи, пола и так далее. Собственно, вот эта идея того, что классные должности должны занимать классные люди, она называется меритократией. И она вообще лежит в основе американского государства. Известно, что один из отцов-основателей США, Томас Джефферсон, в письме другому отцу-основателю, родитель 1, родитель 2, как известно, писал, что вот в Европе, в старой, вот этой разлагающейся, ужасной, есть аристократия. Это люди, которые обладают какими-то знатными фамилиями, происходят из знатных родов. И вот эти люди правят. Это такая вот аристократия. А у нас, говорили они вот в США, должна быть естественная аристократия. То есть самыми замечательными должны быть те люди, которые обладают самыми замечательными своими характеристиками. Самые умные, самые находчивые там и так далее. Что вот эта искусственная аристократия должна перестать существовать, а должна быть аристократия естественная. И, собственно, Илон Маск буквально сторонник вот этой самой идеи. У него были даже такие странные заявления, что, например, если вы появились на свет в результате кесарево сечения, то вы, скорее всего, будете умнее, потому что у вас большой мозг. Дескать, младенец с большим мозгом не может появиться на свет естественным путем, и если у вашей матушки было кесарево сечение, то вы, скорее всего, более умный. Ну, звучит довольно необычно. Илон Маск действительно человек необычный, и он рядом своих биографов и близких знакомых описывается как самый умный 13-летний мальчик на свете. То есть буквально он ведет себя довольно отвязно, искренне обижается, придумывает обидные прозвища. Вот недавно была история, когда его поведением возмутился один из американских политиков. Политик этот был довольно корпулентного вида, был, так сказать, не худым человеком, и Илон Маск в ответ ему написал в соцсети X, в бывшем Твиттере, запрещенном в России, написал ему: «А не думали ли вы попробовать Оземпик?» То есть буквально «жердяй, куда ты лезешь». В общем, вот такого рода поступки, такого рода заявления для Илона Маска характерны. Он очень часто искренне обижается и таит эту обиду. Была известная история, когда президент США Джо Байден устроил саммит, ну не саммит, а такой как бы экспертную встречу по вопросам электромобилей и не позвал туда Илона Маска. Илон Маск очень обиделся и буквально возненавидел Джо Байдена. Типа его, Илона Маска, не позвали на электромобили. Человек, который создал электромобиль Тесла. В общем, Илон Маск, обладая вот этим вот видением того, что руководить человечеством должны самые умные, самые умелые и самые смелые, приходит к выводам, которые можно назвать, ну, что называется, дискриминационными и оскорбительными. Он буквально придерживается близких к расистским взглядам. Он человек, который, мы напомним, вырос в Южноафриканской республике, в стране, где белое меньшинство из привилегированного меньшинства стало меньшинством притесняемым, знает, каково это, когда люди, собственно, обладающие цветом кожи другим, начинают угнетать белое население. И вот он хочет, чтобы такого не было в США. Он хочет, чтобы США были мировым лидером, и, соответственно, руководить США должны самые умные люди, что идет вразрез с вот этими гуманистическими и антидискриминационными ценностями, которые исповедует Демократическая партия. При этом человек, он, как мы уже выяснили, довольно-таки эмоционально незрелый, и вот этот человек обладает огромной властью сейчас в Соединенных Штатах Америки. Уже вот этот USAID, Международное агентство по международному развитию, он
практически пустил под нож американское такое общество защиты прав потребителей, местный Роспотребнадзор, и в целом работает над тем, чтобы его видение воплощалось. Дело в том, что его это видение, оно еще приводит к другому эффекту, не только эффекту такому расистскому и дискриминационному, или хорошему, например, зависит от того, как вы на это смотрите. Он полагает, что человек, который руководит страной, да, самый умный, самый хороший, как мы поняли, так сказать, поставленный наверх по принципу меритократии, должен быть не очень ограничен какими-то властными в смысле, какими-то властными ограничениями, какими-то лимитами, какими-то конгрессами и судами, что вот Дональд Трамп должен буквально брать и делать. Это то, что всегда делал Илон Маск. Когда он купил социальную сеть Twitter и переименовал ее в социальную сеть X, он устроил там массовые чистки, он буквально забрал компанию у ее работников. Дело в том, что компания Twitter, до того, как она была куплена Илоном Маском, была такой типичной компанией Кремниевой долины, где каждому работнику, что называется, проявлялась максимальная степень заботы и уважения. Например, вот Марк Цукерберг, еще один силиконовый, что называется, миллиардер, устраивал для своих сотрудников еженедельные созвоны, где они могли напрямую задавать ему вопросы, критиковать его. И в общем-то, это все привело к тому, что вот эти работники стали, по сути, хозяевами компании. То есть руководитель уже не мог влиять на политику своей собственной организации. Он должен был заботиться о, значит, гендерных и расовых каких-то предпочтениях, проявлять режим максимального благоприятствования, давать бесплатные фитнесы, кучу привилегий. Потому что если бы он этого не делал, на него бы косо посмотрели, стали бы на него жаловаться, в СМИ бы о нем плохо писали. И, в общем, по сути, мы понимаем, что эти замечательные кремниевые работники вырывали компании у своих руководителей. Илон Маск положил этому конец. Он сказал: я здесь начальник, я здесь хозяин, я знаю, как лучше, я, черт возьми, купил компанию, и я буду решать, что здесь происходит. Такой же подход он исповедует и в деле государственного управления. Он считает, что у Дональда Трампа должно быть как можно меньше ограничений в его политической деятельности, что вызывает, конечно, некоторые вопросы касательно такого цезаризма, к которому идут США, к такому вот авторитаризму, который сейчас там постепенно проявляется. В общем, Илон Маск — это такой большой ребенок, несомненно гениальный, человек, который привык рубить с плеча, а потом разбираться с последствиями. У него есть буквально фраза «двигайся вперед, ломай все». То есть ради цели надо ломать устоявшиеся какие-то, значит, принципы, свергать устои, потому что главное — достичь необходимой цели, невзирая ни на какие там гендеры, цвета кожи, какие-то оскорбленности и так далее. Просто идти вперед. Такой вот традиционный, да, в каком-то смысле, американский предприниматель, каким были эти американские предприниматели в веке эдак в 19-м. Так что вот такой человек сейчас задает тон в Соединенных Штатах Америки. Он всегда, тем не менее, отдает должное Дональду Трампу, всегда подчеркивает, что так он его любит и так он ему предан. Недавно, когда Дональд Трамп в социальной сети написал, что отменит переход на бумажные трубочки для употребления напитков и вернет пластиковые трубочки, Илон Маск написал, что буквально самый лучший президент на свете — это Дональд Трамп. А потом признался, что любит его так сильно, как может гетеросексуальный мужчина любить другого мужчину. Довольно нежно и красиво, согласитесь. В общем, такой человек сегодня во многом называется теневым президентом Соединенных Штатов Америки. Он не может быть президентом, потому что он рожден в другой стране, в ЮАР, как мы уже с вами говорили, и на каждом шагу отдает должное Дональду Трампу. Но как долго смогут два таких ярких, активных человека уживаться в одном Белом доме, учитывая, что Дональд Трамп конкурентов-то не любит? Это большой вопрос. Пока враги Трампа и Маска работают на то, чтобы они были сплочены. Они регулярно пытаются вбить клин между ними, но пока вот этот союз двух таких настоящих мужиков продолжает работать. А мы видим, как Америка буквально возвращается к этому принципу отцов-основателей, принципу меритократии, принципу сильной власти президента.
которая для США, в общем-то, во многом в новинку. Ну, будем, что называется, наблюдать. Илон Маск, надеемся, приведет нас всех к какому-то светлому космическому будущему. Он, кстати, обещал, можем его даже проверить, что еще при нашей жизни, ну, вот при жизни его поколения, да, например, у каждого человека, как сейчас у нас у всех есть смартфоны, у каждого человека будет свой персональный робот, который будет ему помогать. Ну, в общем, можем проверить, насколько он окажется правым, потому что ультраправым он уже, как мы видим, оказался. Это был Алексей Наумов, шоу «Разбор». Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на лучший канал YouTube «Вестник Кавказа». Встретимся через неделю.